привет. Мы уже сели, идем с работы, устали. Очень жарко, кстати, очень жарко. Мне кажется, что Нет, под кстати, 30 погода- градусов на Ничего солнце. подобного, не очень жарко. На солнце, да, если стоять, тогда, конечно, жарко. Если в кофте стоять, да. А так вообще погода великолепная. Ветерочек такой, бриз. У Рамаза, у природы нет плохой погоды, да? Да, будем так считать. Тут у тебя спросили зрители, дорогие. Спасибо всем, кстати, за добрые, положительные, хорошие комментарии. Я стараюсь читать, стараюсь не замечать негатив. И тебя задали вопрос. Да, какой? А Пушкин для мужа, Пушкин представляет коммерческую ценность? Или он поклонник его творчества? То есть Поклонник ты это творчества. покупаешь для Нет. перепродажи вот Нет. этих вот всех Нет. Пушкиных? Пушкина, Шевченко я покупаю не для перепродажи. Еще был вопрос, это ты начал покупать в связи с текущей обстановкой, что теперь он никому не нужен? Или ты этим занимаешься уже много лет? Я покупкой уже Пушкина? давно этим занимаюсь. Ну, скажем так, второй десяток лет. 12 лет я этим занимаюсь. если То быть есть еще точным. до 2014 года Конечно. ты имел интерес к Пушкину и его... Короче, с 10-го года, я вам скажу, откровенно, то есть профессионально вот именно начал заниматься этим с 10-го года. Мгм. Так. Окей. С начала 10-го года. Еще очень много у людей вопросов, что касаемо нашей семьи, я не знаю. И у меня канал изначально был просто о барахолках, хороскопах, о антиквариате, но учитывая, что сейчас меня смотрят люди, которые следят за обстановкой, за нашей семьей уже, за детьми, так как я показываю все, и очень людям же интересна вся подноготня нашей семьи. Все. В общем- У тебя же не круглосуточная трансляция идет. Нет. Тоже, а то ты сейчас расскажешь. Ну им же интересно, вот допустим, я вообще не понимаю, как эти два человека живут вместе. Таня важная, как королева. Где вы это увидели, я не знаю. Я вообще очень скромная, обычная женщина. Ведет себя как эгоистка. Слова не дает сказать, перебивает. Рамаз как не в своей тарелке. Наверное, у вас повышенные тона, вы бухаете. Да и нет покоя для Романа. Вы бухаете, Роман, и я бухаю. Мы бухаем с тобой, у нас повышенные тона. Ну, на повышенных тонах разговаривать, в принципе, это не в диковинку нам, мы можем поговорить и на повышенных тонах, но я вам скажу откровенно, для меня общение с моей женой никаких проблем не составляет, поверьте мне. Я раздражаю тебя. Если бы раздражало тебя, бы уже не было в моей жизни. Можете даже не сомневаться. Мы бы не были друг с другом Я вместе. пью кровь. Нет, пьешь, конечно, пьешь. В этом даже не сомневайтесь. Кровь пьет вот так. Да, может. Кровь мою пить может. В смысле? Но по-хорошему. Помолчи. Понимаете как? Я вам скажу откровенно. Она пьет кровь. Но она как пьет кровь? Она, в принципе, пьет кровь в основном по правильным поводам. То есть, если она чего-то достает, да, то она достает, скажем так, то есть добра человек хочет. Конечно, благими деяниями дорога в ад выстелена, я понимаю, с одной стороны. Но с другой стороны, она печется о моем здоровье, понимаете? Это я скажу откровенно. То есть хочет человек, чтобы мне было лучше. Да, так, конечно, достает. Меня, конечно, это бывает раздражает, когда мне хочется просто отдохнуть, посидеть там самому. Приходится иногда заниматься вещами, скажем так, нужными, полезными. Но в общем-то, я там своими мозгами понимаю, что это правильно. И необходимо, во многих случаях это просто необходимо сделать, например, а мне просто лень, матушка. Я говорю с вами откровенно. И вообще странноватый у нас брак. Брак вообще штука странная, вы знаете, да. А другая пишет под этим комментарием, зато у него квартира в центре. А я что-то не знаю про тебя. У тебя есть квартира в центре? Да я же вообще бомж, бич, бывший Нет, мне интеллигентный кажется, человек. ты от да? меня что-то скрываешь. Нет, есть у нас квартира в центре, что ты, скажи Нет, так правду. они, наверное, подумали, что я за тебя вышла замуж ради нет, квартиры нет, в центре. Нет, тут это исключено, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. Если бы это было так, она бы тоже не стала моей женой, поверьте, и не родила мне 2 детей.
прекрасно видят, понимаете? Ну, не было бы этого, если бы это было из-за квартиры или из-за чего-то другого. Когда она в моей жизни появилась, я вам скажу так, я находился на последнем издыхании, можно сказать. Это не прикол, вполне серьезно. Я уже для меня, ну, скажем так, будущего я радужного впереди для себя не видел. Я думал, что у меня все в прошлом уже. Так нет, они же пишут, что я увела тебя из семьи. У тебя была Чего? жена. У меня жена. Да, я пришла Я такая, понял. говорю, все, разлучница, рассказывай правду. Дорогие мои, я не был женат ни разу. Это первая моя женитьба. Это первая женщина, которая сумела Он не хотел, он... возбудить во мне А ты доверие. помнишь, и как ты возбудить говорил, что во ты не мне женишься никогда любовь. ни на ком? Ну, нет, ну я не так говорил, не надо. Я не совсем так говорил. Нет, я такого не говорил. Я говорил иначе. Но это мы опустим. Ну, в общем, скажем так, что касается Татьяны, меня все устроило, и я счастлив, то, что она есть в моей жизни. Я не скрываю этого. Интересно, что они теперь напишут? Так, Они придумают, написать придумают. может кто угодно и что Пишите, угодно. пишите новые версии, Ребята, чтобы... если нормальный человек все прекрасно понимает и так поймет без слов. Во-первых, ковыряться в чужом белье, ну это неприлично по меньшей мере. Это раз. Во-вторых, бесполезно. Ну Ну, они поверьте же мне. любят там смотреть, Я ты понимаю, знаешь, ток-шоу, скандалы, интриги, расследования. интриги, расследования, поверьте, царапаться мы не будем. Там, как на ток-шоу, там, ручонками махать, там, кусаться тоже не будем. А мы с тобой что, А, в жизнь деремся? Не, ну я же говорю, знаешь, есть же шоу, там, где выскакивает пару придурков, там начинают, оу, ау, другая, там еще какая-то фемина вцепляется в волосы другой, там шоу устраивается, битвы, баталии, страсти, эмоции. Нет, дорогие мои, нет, у нас может быть что угодно. Ну, это будет не наиграно, и я имею в виду, чисто случайно может произойти любая ситуация в жизни. Ну, я вам скажу так, не между нами. То есть, чужое мнение никак не повлияет на наши отношения, в этом можете даже не сомневаться. Я вам просто это, гарантирую. Бесполезно что-либо там какие-либо гадости писать, если она еще может там оскорбиться, скажем так, вспыхнуть как свечка, эмоциональный тоже человек, то я, поверьте мне, если бы у меня была возможность, некоторые комментарии, конечно, я скажу, буду откровенен. Иногда у меня бывает... А ты их читаешь? Нет, я их не читаю из Он принципа. даже не читает комментарии Да, это никогда. правда. Комментарии, Потому я за что- ним бегу и читаю. Потому ему. что скажу откровенно, Он говорит, когда я отстань их от меня читаю, со своими комментариями. да, у меня было такое, вот на одном стриме было такая, эксцесс такой был, написал мне там один Ну, чем персонаж. ты вспоминаешь? Нет, я людям говорю правду. Я человек тоже эмоциональный, хотя я понимаю логически, что в принципе дотянуться я никак не смогу и пообщаться вживую навряд ли выйдет. Но тем не менее, я вам скажу откровенно, у меня были прецеденты, когда я встречался с людьми, кого мне нужно было найти, находил. Но Короче. я людям правду говорю. Ну, Зачем я вот буду оно врать? им надо. Я просто стараюсь, скажу откровенно, не читать комментарии для Он того, не чтобы читает. Он не вообще, реагировать на он них. говорит, стараюсь. Он их не хочет читать. Это я за ним бегу. Я Потому говорю, что я знаю послушай, заранее, ты знаешь, что да, мне чем это написали? закончится. Он говорит, отстань от меня, закрой комментарии и отстань от меня. Он не хочет слушать, он считает, что это какой-то детский лепет, потому что я ему все время рассказываю. Нормальный а ты знаешь, человек, что мне написали? Подождите, я вам скажу так, нормальный человек, который действительно, скажем так, чем-то там, что-то ему понравилось, имеет какие-то претензии, нормальный человек никогда не станет выяснять отношения в текстовом режиме, вы меня понимаете, да, по телефону или по компьютеру. Это, как по мне, ниже плинтуса. Выяснять отношения на людях — это ниже мужского достоинства. Если вы хотите что-то сказать или предъявить, при желании меня Так, можно ладно. найти где угодно.
Понимаете? То есть я имею в виду... Кому ты если это говоришь? я- Хейтеры не находят никого. Я за это и говорю. Они дальше квартиры А, выйти не могут. Я об этом и говорю. А та перхоть, которая там... Короче, ну зачем пытается ты возбудить- нормальным людям вот это Не сейчас извини, говоришь? прошу Это извинить просто, меня, да, короче, прошу если у кого-то еще есть какие-то вопросы такие вот смешные, хейтерские, задавайте. Просто речь зашла о этих Ну всё, недоброжелателях, ну что мы и поэтому не я будем им высказался. видео Все, хорошо, посвящать? извиняюсь, все, нет. Мы и так им сказали уже на Дорогие очень-очень мои, много. желаю вам всего самого хорошего, самого доброго, самого теплого, самого светлого. Короче, исполнение всех ваших заветных желаний. Поверьте, они сбудутся. Если вы в это будете верить, они обязательно сбудутся. У меня так всегда случалось. Таня мне не верила. Я ей доказывал, скажем так, личными примерами и фактами, реальными фактами доказывал ей чудеса, как случаются в жизни чудеса. Просто брал и показывал ей, как они происходят. Она когда видела это, у нее рот открывался. Она не могла в это поверить, но это был факт, и от факта отмахнуться невозможно, дорогие мои. Поэтому верьте в чудеса, и они с вами случатся. Все, Всем пока-пока. тихой, хорошей, мирной ночи и сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном.